Стрела эмоционального равновесия. Например, запишем дату 23 мая 1980 года рождения. И сделаем нашу уже любимую табличку. Запишем все числа. Здесь у нас получается 1 единица, 1 двойка, 1 тройка, четверок нету, 1 пятерка, шестерок нету, семерок нету, 1 восьмерка и 1 девятка. Стрела у нас получается проходит посередине. Это называется вектор эмоционального равновесия, либо стрела эмоционального равновесия, кому как нравится. Запишем его. Вектор эмоционального равновесия. Как правило, это не одна из 3 горизонталей, да, в таблице рождения не проявляется настолько разнообразно, как горизонталь души. Вот она проходит. Вот. И еще иногда называют горизонталью чувств. То есть она отвечает за то, что мы выражаем наши эмоции, как мы их выражаем, как воспринимаем жизнь и как чаще всего относимся к другим людям. Среди людей с вектором эмоционального равновесия мы видим почти бесконечное многообразие моделей поведения. Для индивидуумов с этим вектором характерно одновременно естественный баланс в эмоциональной сфере и глубокое духовное понимание жизни, что особенно востребовано в наступающей эре. То есть это эпоха нового уровня осознанности. Такие люди воспринимают жизнь как гармоничный союз физического и духовного, где первое переходящее, а второе вечное. Именно эта глубокая осознанность формирует их мироощущение и делает их мировосприятие чрезвычайно серьезным. Таким людям следует искать общение с умными и веселыми людьми, не пренебрегать легкими удовольствиями, иначе, как правило, они рискуют стать чересчур серьезными и отстраненными. Они понимают, что такое равновесие в духовной сфере, и они не склонны недооценивать его важность. Вот. Также многие из них выбирают профессии, связанные с искусством, с индустрией развлечений, чтобы удовлетворить глубинную тягу к эмоциональной гармонии. Однако, таким людям следует быть осторожными, чтобы не срастаться с теми ролями, которые они себе придумали, либо которые искусственно придумали для них. Также эти люди обладают настолько мощным потенциалом эмоционального контроля, что из них нередко выходят превосходные актеры. Природная восприимчивость позволяет им полностью вжиться в роль и не принося в жертву свои драгоценные индивидуальности. Дети, наделенные такой мощной духовной силой, могут быть погружены в себя, из-за чего многие считают их пустыми мечтателями. Они вдвойне уязвимы, если дело доходит до каких-то эмоциональных конфликтов, и поэтому они предпочитают отстраняться, чтобы не вступать в них. И стремление избежать конфронтации и дисгармонии может приводить к тому, что они начинают отставать в учебе и даже испытывают проблемы со здоровьем, особенно если они впадают в зависимость от каких-то внешних обстоятельств, идя на поводу у своей чувствительности. Вот. А также рекомендуется их оберегать их впечатлительные моменты, и также рекомендуется их оберегать от просмотра чрезмерно громких либо эмоциональных провокационных фильмов, либо телевизионных передач. Для таких детей лучше всего подходит система питания, основанная на экологически чистых и натуральных продуктах, исключающая гормоносодержащие, либо полуфабрикаты, либо фастфуды.
Следующий вектор. Поговорим о векторе гиперчувствительности. Запишем дату. Ну, например, пусть будет 11 июня, допустим, 1971 год. И нарисуем наш квадрат. И запишем его. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4. Здесь целых 4 единицы. Запишем их. Двоек у нас здесь нету. Троек тоже нету. Четверок нету. Пятерок тоже нету. 1 шестерка. 1 семерка. Восьмерок тоже нету. И 1 девятка. Вектор гиперчувствительности у нас будет проходить вот здесь, по пустым клеткам. И запишем его. Вектор гиперчувствительности, он, как правило, характеризуется тем, что такие люди очень ранимы, и особенно в раннем возрасте. Пока они еще не научились скрывать свои чувства, их настолько легко обидеть, либо расстроить, что они могут замкнуться в себе и стать крайне стеснительными. У многих из них уже в детстве развивается комплекс неполноценности, и они могут испытывать трудности, и также бывают трудности и проблемы в общении с другими людьми, потому что они им не доверяют. С наступлением зрелости большинство таких людей перерастают подобные проблемы. Они учатся контролировать свои эмоции, достигают признания в той или иной сфере, либо становятся очень искусными манипуляторами в общении с другими людьми. То есть это своего рода защитный такой механизм. То есть они стараются сберечь свою чувствительную натуру. Иногда они применяют тактику нападения. То есть, как мы знаем, что нападение – это лучшая защита. Вот. Также такие люди, как правило, по природе чрезвычайно восприимчивые, любящие и деликатные. Тем не менее, они нередко становятся болезненно уязвимыми от внешних обстоятельств из-за сильной эмоциональной травмы, в результате чего приобретают внешнюю жесткость, которая плохо вяжется с их естественным спокойным поведением. Как правило, люди с вектором гиперчувствительности могут быть весьма избирательны и в выражении своих чувств в том числе, из-за чего многие из них переживают разочарование в личной жизни, поскольку сами того не желая, они скрывают свое истинное лицо. Также порой может казаться, что такие люди очень упрямые и зачастую храбрые, но это всего лишь маска, за которой прячется их природная робость. Они всегда эмоционально ранимы, и только немногим из них действительно удается избавиться от этого. Тем не менее, контроль за эмоцией является одним из важнейших жизненных задач, и чему необходимо им учиться. Как правило, если человеку, стремящему преобладать свою гиперчувствительность, в первую очередь необходимо осознать, чем отличается позитивное, проактивное поведение от реактивного. Он должен перестать быть жертвой обстоятельств и не предпринимать никаких действий только в качестве реакции на мнение других людей. Вместо этого ему необходимо следует самому стать вдохновителем и инициатором достойных проектов и поступков. Как правило, дети с вектором гиперчувствительности чрезвычайно стеснительны и ранимы. Со стороны их может чаще увидеть по манере опускать голову в присутствии других людей. Родители таких людей должны терпеливо всегда их выслушивать, какие-то мысли, какие-то моменты, которые их беспокоят. Как правило, такие дети жаждут любви в большей степени, чем большинство детей.
и поэтому ищут любую возможность услужить тем, на кого направлена их собственная любовь. Будет, например, если, скажем так, ребенка либо дерзят, либо как-то плохо к нему относятся, либо пытаются как-то его высмеивать или ругать на публике, особенно если происходит в присутствии других ровесников, лучше этого не делать. Будет лучше, если отвести ребенка в сторонку и поговорить с ним наедине. В противном случае у ребенка может появиться комплекс неполноценности. Следующий у нас будет вектор, это вектор практичности. Запишем дату, например, 22 апреля 1987 год. Красивая получилась дата. И нарисуем. Заполнил. Здесь у нас получается 1 единица. Здесь 2 двойки. Здесь у нас троек нету. Здесь у нас 1 четверка. Пятерок нету. Шестерок нету. 1 семерка. 1 восьмерка и 1 девятка. Так, вектор у нас, получается, проходит внизу. Это у нас будет вектор практичности. Запишем его. Вектор практичности чаще всего характеризуется тем, что это как раз люди действия. То есть это те люди действия, которые вращают Землю. Вот. И имея в таблице рождения все 3 числа в горизонтали действия, вот у вас горизонталь действия, вот, то, как правило, такие индивидуумы счастливы только тогда, когда занимаются практическими делами. То есть у них, как правило, золотые руки, но они нуждаются в подсказках, как им правильнее распорядиться своими талантами, поскольку сами они слишком часто решают взяться за дело, не обдумав его как следует. Так или иначе, им принадлежит основополагающая роль в жизни человечества, то есть накапливать практический опыт. Как правило, такие индивидуумы с вектором практичности нередко обуревают мирские желания и материальные амбиции, если только они не вовлечены в творческую работу. Как правило, им следует быть внимательными, чтобы не погрязнуть в материализме, а наоборот, научиться использовать свои силы конструктивно, например, в работе бизнесмена или организатора. Если материализм берет верх, то они могут проявлять грубость и жестокость, неизменно пытаясь контролировать все и никому не доверять, поскольку считают, что лучше их с той или иной задачей никто не справится. Поэтому они не очень любят, а если они и пользуются некоторым уважением, то только тогда, когда у них есть власть. То есть таких людей мало кто любит. При этом их человеческие качества все равно оставляют желать лучшего. Обладателям вектора практичности жизненно необходимо как можно раньше научиться более гармоничному взгляду на мир. Осознание своей природы и понимание нужд людей значительно увеличивает их шансы на счастье и личностную реализацию. Дети с вектором практичности уже в раннем возрасте обнаруживают сильную тягу к материальным вещам. Тут гораздо счастливее, проводя некоторое время на природе и познавая более высокие аспекты жизни. У таких детей есть склонность воспринимать все хорошее как само разумеющееся. Поэтому, как только они научатся говорить, их нужно научить благодарности, умению ценить доброту и красоту.
Также, если заставлять таких детей делать что-то, что им категорически не нравится, в них проснется протест, и они станут упрямыми. Это, в свою очередь, может привести к деструктивному поведению, а если не распознать и не исправить это вовремя, то это будет усугубляться по мере их созревания, вплоть до полного возможного формирования криминального менталитета во взрослом возрасте. Таких детей следует держать подальше от их ровесников, известными своими хулиганскими или агрессивным поведением. Им более полезно будет дружить с более тонкими, чувствительными и думающими натурами, чтобы они поняли, что такое в целом равновесие. Дети с вектором практичности любят делиться тем, что им нравится, так, чтобы хорошо было и родителям, и окружающим. Так, следующий у нас будет вектор беспорядка. Запишем такую красивую дату, ну, например, 3 марта 2000, допустим, 23 года. И нарисуем. Здесь у нас, получается, отсутствуют единицы. Здесь у нас 2 двойки. Здесь у нас 1, 2, 3 тройки. Целых 3. Четверок нету. Пятерок нету. Шестерок нету. Семерок нету. Восьмерок нету. И девяток тоже нет. И нарисуем наш вектор. Он проходит по нижней части. Как же этот вектор себя характеризует? Мы рождаемся в этом мире для того, чтобы наша душа получила возможность приблизиться к совершенству, используя существующие на Земле вибрации как средство внутреннего роста. Поэтому те, кто не имеет ни одного числа по горизонтали действия в таблице рождения, то есть вот оно, горизонталь действия, то таким людям, как правило, бывает очень сложно изначально. Они оказываются в очень невыгодном положении. И если они хотят достичь хоть немногого счастья в жизни, то им приходится немало постараться, чтобы преодолеть этот недостаток. Это у нас вектор беспорядка. Вот и я чуть в беспорядок не попал. Как правило, людям с вектором беспорядка необходимо терпеливо накапливать практический опыт, ощупывая равновесие между всеми 3 горизонталями. Иначе они проживут жизнь в обычном хаосе. Научившись выражать свои мысли и чувства на уровне действий, они постепенно познают ту радость, которая приносит человеку плоды его труда. Оставив же все как есть, эти люди станут обузой для самих себя и для общества в том числе, поскольку не смогут выжить без подачек государства либо благотворителей. Детям с вектором беспорядка необходимо научать к практичности, аккуратности в самом раннем детстве. Как только они научатся ходить, следует развивать в них привычку заниматься чем-то одним, а не всем сразу. И не приступать к следующему делу, пока они не доведут предыдущее до конца. Таким детям требуется немало внимания со стороны родителей. То есть не нужно жалеть времени, чтобы играть с ребенком в практические игры, привлекать его к работе в саду либо по дому. За успехи в освоении практических действий, как правило, дети с вектором беспорядка нужно награждать и не только похвалами, но и чем-то более материальным. Вот, что еще можно сказать? По достижении школьного возраста также таким детям пойдут на пользу физические упражнения, либо занятия в несоревновательных видах спорта. Следующий вектор у нас будет вектор планирования. Поэтому сейчас запишем дату
15 марта 1000, пусть будет 999. И зарисуем нашу табличку. У нас в итоге здесь получается раз, два, две единицы, одна двойка, одна тройка. Четверок нету, пятерок нету, шестерок нету, семерки также отсутствуют, восьмерки отсутствуют и целых 3 девятки. Раз, два, три. 3 девятки. Назовем это вектором планирования. Вектор планирования, он проходит вот таким образом. Здесь мы видим врожденную любовь к порядку, методичность и понимание. Однако эти люди, как правило, предпочитают заниматься концептуальной стороной своих планов, а не конкретными деталями их воплощения. Исключение составляют индивидуумы, в чьей таблице рождения помимо вектора планирования присутствует еще и вектор практичности, а также те люди, чье правящее число является 4, 7, 10, либо 22. Таким людям, обладающими с обалденными замечательными способностями, следует остерегаться собственной лени, иначе они будут вечно придумывать планы, которые должны реализовать другие, и не обращать надлежащего внимания на детали как самих планов, так и их воплощения. Люди с вектором планирования зачастую склонны пренебрегать деталями, считая их несущественными, или эту склонность им необходимо преодолеть. Как правило, дети с вектором планирования доставляют огромное удовольствие придумывать планы для себя и для своих друзей, а также родителей. Когда их планы вступают в противоречие с другим планом, либо с планом старших, то они испытывают такое разочарование, что только терпение и любовь родителей способны помочь им примириться с произошедшим. Как правило, такие дети чаще ведут себя отстраненно и воспринимают все хорошее как само разумеющееся, потому что слишком заняты своими какими-то мыслями либо планами. То есть эта отстраненность может перерасти в холодность и равнодушие. В раннем возрасте эти дети иногда ведут себя непоседливо, неровно из-за того, что проводят слишком много времени в своих мыслях и не умеют использовать ментальную энергию в горизонтали действия. Им очень полезно побольше двигаться и бывать на природе. Им также рекомендуется читать иллюстрированные книги о путешествиях, пока они сами не смогут путешествовать, чтобы удовлетворить свою любовь к исследованию и познанию нового. Следующий у нас будет вектор воли. Давайте возьмем такую вот дату, например, пусть будет 15, что-то у меня прям любовь к единицам сегодня. Вот. Даже пусть будет 15, пусть будет, допустим, апреля. И 1000, пусть будет 960, пусть будет 3-й год. Вот так сделаем. И нарисуем нашу табличку. Здесь у нас присутствуют 2 единицы. Двойку у нас здесь нету. Также у нас здесь 1 тройка, 1 четверка, 1 пятерка, 1 шестерка,
семерок нету, восьмерок нету и одна девятка. У нас получается вот такой вектор. Назовем его вектор воли. Вот, ну, например, у всех обладателей вектора воли, родившихся в период с 1889 по 1999 год, в таблице рождения также присутствует и вектор целеустремленности, что делает их еще более энергичными. Впрочем, среди знаменитостей мы тоже можем встретить таких индивидуумов. Особая сила этого вектора заключается в интеграции и балансе сил всех трех горизонталей. Вот. И, как правило, особый потенциал человек осуществляет именно при равновесии, и он начинает использовать ее в повседневных делах, и ему удается все, и жизнь его преображается. Таким людям не занимать храбрости и стойкости, и если им присуща еще и мудрость, то они добиваются всего очень быстро, вопреки всему. Детям, имеющим в таблице вектор воли, порой не так уж и просто справиться, потому что они чрезвычайно своенравны, им необходимо учить понимать точку зрения других людей и прислушиваться к советам тех, кто хочет им помочь. То есть мало кто доставляет им такое удовольствие. Если в обращении с ними не проявлять должного терпения и любви, то такие дети могут стать ужасно упрямыми и весьма утомительными. Они очень положительно реагируют, когда слышат похвалы, говорящие им о том, что их ценят, любят, но немедленно чуют, когда им врут. Если они привыкнут принимать, например, материальные подарки, корыстолюбие станет чертой их характера. И ко взрослому возрасту они могут превратиться в закоренелых материалистов. Так, следующий у нас будет вектор, пожалуй, вектор неудовлетворенности. Запишем дату, например, 21, пусть будет декабря 1900, пусть будет 83-го. Здесь у нас раз, два, три. Здесь у нас целых 3 единицы. 2 двойки. 1 тройка. Четверок нету. Пятерок нету. Шестерок также нету. Семерок также нету. Зато есть 1 восьмерка и 1 девятка. Вектор у нас будет проходить по пустым клеткам. Вот таким образом. У нас получается будет вектор неудовлетворенности. Я сокращу с вашего разрешения. Получается вектор неудовлетворенности. Вот. А здесь под неудовлетворенностью следует понимать то, чем является на самом деле. То есть это несбывшиеся ожидания. Как правило, эти люди нередко ожидают получить от других гораздо больше того, что они готовы сами отдать. А ведь стоило только научиться принимать людей такими, какими они есть, и ценить их неповторимость и обманутых ожиданий, то стоило бы избежать. То есть привычка ожидать чего-то обусловлена требованиями эмоционального характера. Но если мы, даже имея собственные предпочтения, принимаем все, что может произойти, и признаем любой исход как наилучший,
для всех вовлеченных сторон, то у нас не возникает никаких эмоциональных требований, удовлетворения, которое зависит от результата того или иного события. А окружающие нас людям это позволяет быть самим собой и не пытаясь как-то одевать какие-то маски, либо соответствовать нам самим. Что еще можно тут сказать? Люди с вектором неудовлетворенности должны осознать, что все их потери, разлуки, разочарования, которые может быть немало, являются ничем иным, как необходимыми этапами в долгом пути к самосовершенствованию. То есть, развивая в себе сочувствие к другим, они могут сами стать счастливыми и только тогда поймут, что их прошлая неудовлетворенность была не более чем пережитые не самое счастливое детство. Дети с вектором неудовлетворенности необходимо особо многого внимания и любви. Жизнь может казаться несправедливой и жестокой, и они очень остро переживают разочарование в друзьях и даже случайных знакомых. Отсюда происходит частая смена настроений, среди которых доминирует уныние, и от чего они запутываются в себе еще больше. То есть родители должны научить такого ребенка тому, что следует позволять другим людям быть самими собой. И помнить, что окружающие не всегда будут поступать именно так, как хочется им. И научившись хотеть того или иного результата, не ожидая его, они избавятся от эмоциональной зависимости от поведения других людей. Следующий у нас будет вектор. Это вектор активности. Так, запишем дату. Пусть будет у нас 8, 7 и сделаем, например, 1889 год. Получается, у нас здесь 1 единица, двоек нету, троек нету, четверок нету, пятерок нету, шестерок тоже нету, 1 семерка и целых 3 восьмерки. И 1 девятка. Стрела активности у нас пойдет вот таким образом. Вот. Это у нас вектор активности. Этот вектор проявляет себя максимально ярко, поскольку здесь есть число опыта 7, и оно соединяется с числом мудрости и восприимчивости. Это число 8, их здесь аж целых 3. Вот. А затем с амбициозностью и ответственностью девятки. Девятка здесь 1. Люди, как правило, с таким вектором активности из комбинации таких чисел способен проявлять такой напор и настойчивость, что может потерять равновесие и утратить чувство меры. Как правило, люди по природе своей, именно вот с этим вектором, они из всех живых существ очень активные и очень экспрессивные. И у обладателей таких векторов активности, природная активность выражается максимально ярко и гораздо активнее, чем у большинства людей. В то же время современное общество имеет тенденцию ограничивать свободу самовыражения, и в результате чего в таких людях иногда накапливается критическое количество подавленной нервной энергии, что приводит к волнительности и тревожности. Зачастую они становятся настолько нервными, что в итоге начинают страдать от ряда различных заболеваний, включая астму, расстройство пищеварения, головные боли, мигрени, а также имеют проблемы с сердцем и кровообращением. Таким людям
крайне необходимо спокойствие и гармония. Например, громкие споры, шумные радио, телепередачи и тому подобное крайне мучительно для таких и порой даже могут приводить к болезням, вызванным стрессовыми состояниями. Таким людям следует проводить как можно больше времени на природе, отдыхать. Жизнь горожанина, как правило, не будет очень приносить большого счастья и удовлетворенности. Здоровое питание и общение с природой вкупе с позитивным взглядом на жизнь и веселыми друзьями помогут людям с вектором активности гораздо лучше всяких лекарств. Что касается детей с вектором активности, то они особенно чувствительны к высокому уровню шума. Что бы они ни делали, либо куда бы они ни шли, им необходимо спокойствие, любовь и гармония. Они крайне впечатлительны и легко возбудимы, так что им показано как можно больше времени проводить в контакте с природой. Также таким детям очень нравится, когда им разрешают спать и есть, и играть на свежем воздухе. И это очень благоприятно влияет на их эмоциональный и нервный фон. Что еще можно сказать? То, что в сущности любая неестественность и агрессия в поведении окружающих способна расстроить детей с вектором активности. И это в особенности касается новорожденных младенцев. Следующий вектор – вектор пассивности. Пожалуй, это будет последний вектор. 1 января. Пусть будет, давайте сделаем 2001 год. Вот так. У нас здесь получается 1, 2, 3 единицы и 1 двойка. Соответственно, троек нету, четверок нету, пятерок нету, шестерок нету, семерок нету, восьмерок нету и девяток нету. И у нас получается вот такой вектор. Мы его проводим по пустым клеточкам. Назовем его вектор пассивности. Как такой вектор себя проявляет? В наступившем тысячелетии, люди с вектором пассивности чаще всего будут придумывать и планировать и негласно руководить событиями, но им придется очень многого добиваться, если они не приложат колоссальных усилий, чтобы развить в себе терпение и настойчивость. В современном мире, населенные людьми с такими качествами, мы можем увидеть меньшее количество войн, суеты, какой-то агрессии, чем, например, в предыдущих тысячелетиях и столетиях. Что еще можно сказать? Следует также понимать, что касается людей, пассивность не является антиподом активности. То есть, скорее всего, она подразумевает естественное стремление жить в равновесии и гармонии. В этом и будет заключаться замечательный потенциал этого вектора и не давать ему проявляться в негативном сценарии. Среди его проявлений могут быть и лень, и инерция, когда индивидуум отказывается признать, что его жизненная задача состоит как раз в том, чтобы самосовершенствоваться через практический опыт. То есть обладателям вектора пассивности необходимо приучиться к более активным и повседневным делам. Чем раньше они начнут уделять должное внимание физической активности, тем легче им будет развить в себе и другие положительные качества. Что касается детей с вектором пассивности, то их также следует приучать больше двигаться, чтобы они чем-то занимались. Постоянно должно быть какое-то движение у таких детей.
Это легче всего будет добиться личными примерами, когда родители мягко и с любовью вовлекают свое чадо в занятия физкультуры, например, там легкими пробежками, либо какой-то прям совсем-совсем лайтовый. Таким детям в высшей степени полезно проводить значительное количество времени на природе. Так, ну, например, сделаем такой, как эпиграф, да, то есть по скриптум. Если, например, у человека отсутствуют вектора в таблице, да, то это, как правило, может свидетельствовать о том, что нет каких-либо особых качеств, которые, скорее всего, указывают на то, что ему нужно максимально проявить. То есть, как правило, такие люди достаточно неплохо адаптируются без особых усилий, приспосабливаясь к большинству ситуаций в социуме и на работе. И их основной жизненной задачей является развитие к себе активности и разумной настойчивости. Например, дети без векторов в таблице, рожденные, чаще всего обладают легким характером и вполне счастливы в жизни. И из этого, однако, не следует и не нужно их как-то гипервоспитывать. Им необходима любовь, забота, а также комфортные условия для занятия тем или иным видом, например, деятельности, либо спорт, либо это может быть какое-то творчество.